Добрый день. Хочу принести свои глубочайшие извинения за то, что в прошлом своем видео эмоционально высказался в адрес нашего лидера и позволил себе сказать «Заткнись, Владимир Владимирович». Каюсь, был неправ. На самом деле я хотел сказать ему «Завали хлеборезку, пыня, закрой свое бункерное поддувало». Молчи в тряпочку, тряпка. Интерпретаций этой фразы, как вы понимаете, у меня было много. Захлопни свое зубохранилище. Залепи свою подносную дырку. Угомони свое междугубье. В конце концов, стулы, пельку, ботекс на потвора. Да, вы не ослышались, на всякий случай я уже предусмотрительно учу украинский. И единственный раз, когда мне не хотелось сказать ему «закрой свой рот», это когда он стоял на коленях перед Си Цзиньпинем. Многие говорят, что это был фотошоп, и я с ними абсолютно согласен. Потому что на оригинальной фотографии, я уверен, товарищ Си был без брюк. Да и вообще, для кого-то приезд китайского лидера в Москву – это может и фурор, а для меня это тревожный звоночек. А что, если Си просто приехал посмотреть на свои будущие владения, так сказать, провести ревизию своего сырьевого придатка? И наш президент, как многие заметили на этой встрече, вел себя как полный придаток. И это пугает. Раньше мы все дружно кричали «Крым наш». А с такими темпами, в лучшем случае, мы скоро сможем кричать только «Кремль наш», и то, если он будет еще наш. Абсолютно провальные, на мой взгляд, переговоры. С чего вдруг наш президент решил, что Китай поставит нам какое-то оружие? Лично для меня было сразу очевидно, что ни худзяо они нам не дадут. Извините за мой китайский. Да и какого худзияма они вообще должны нам что-то давать? Единственное достижение этой встречи – это то, что в Китае в этот момент раскупили все газеты со статьей Путина о российско-китайских отношениях. У меня есть два варианта объяснения такого ажиотажа. Либо в Китае одномоментно закончилась вся туалетная бумага, либо они просто хотели подтереться именно этой статьей. Лично мне ближе второй вариант, потому что в последнее время, благодаря нашему лидеру, подтираться приходится нам всем, и причем чаще, чем обычно. Теперь по поводу последнего турне нашего дорожайшего президента, который все эти 8 лет почему-то дорожал съездить на Донбасс, а тут одним махом сразу и в Крым приехал, попрощаться с ним, видимо, и в Мариуполь заскочил, отметиться невидимо. В смысле, среди ночи, так, чтобы никто не видел. И меня, честно говоря, порядком удивил этот дворовой перформанс. Я, конечно, не актер, но подставных местных жителей, поверьте, сыграл бы куда лучше. Выглядело это все настолько фальшиво, что из настоящего там была только выкрикнутая фраза «это все неправда, это напоказ». Кстати, в недавнем своем интервью Владимир Владимирович заявил, что его, оказывается, все эти 8 лет водили за нос. А я считаю, если бы он не совал свой нос куда не надо, его бы за него не водили. И если, так сказать, ты его уже всунул, то вытри сопли и не ной, как я на своих эфирах. И как я уже говорил ранее, заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. Уж поверь, скоро этот навык тебе очень пригодится в Гааге, дорогой ты наш ордероносец. Как говорится, добро пожаловать в клуб 3Г. Гаага, Гиркин и такое Г, как ты. А что самое для тебя неприятное в этой истории, так это то, что на скамье подсудимых ты будешь сидеть рядом со мной. И все это время, как ты понимаешь, я там буду ныть. Поэтому имей в виду, будет страшно, но чемодан тебе там никто не подаст.